Всем привет, друзья! Это вы удачно зашли сегодня. Я приготовила паштет из говяжьей печени. Существует множество рецептов приготовления паштета, в том числе из говяжьей печени. Этот рецепт один из самых простых и практичных. Он может стать находкой для тех, кто любит побаловать себя и свою семью питательным завтраком не только по выходным, но и будние дни. Хотя, несмотря на свою бюджетность, паштет из говяжьей печени отлично подходит и в виде закуски для застолья. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам безумно вкусного, полезного, нежного до кремовой структуры паштета из говяжьей печени вместе. Итак, сначала подготовлю все ингредиенты. Начну с печени, естественно. С печени снимаю пленку, протоки и нарезаю ее на маленькие кусочки, чтобы печень быстренько сварилась. Хочу отметить, что к печени в паштете надо относиться очень серьезно. Убедившись в том, что в печени нет зеленых кругов, мешков, что могло бы быть признаком желчи, для того, чтобы получить нежный паштет, печень обязательно надо освободить от пленок, протоков и жилок. Теперь тщательно мою кусочки печени и оставляю ее в холодной воде примерно на час. Это вытягивает с печени все вредное, что могло бы накопиться в ней. Затем ставлю печень на плиту. Пока варится печень, я займусь другими ингредиентами. Да тут ингредиентов-то всего ничего. Лук нарезаю на тонкие перышки. Лук можно нарезать и кубиками, только вот крупно нарезанный лук жарить до нежной структуры не получается, поэтому я предпочитаю нарезать его на более тонкие кусочки. А к этому моменту у печени подошла пенка. Я пенку снимаю и на огне чуть ниже среднего даю печени вариться 15-20 минут. Пока печень варится, я проварю одну небольшую морковь и прожарю лук. Чтобы не пачкать много посуды, я обычно прокручиваю все ингредиенты в той же посуде, в которой прожариваю лук. А так как прокручивать паштет стоит в глубокой посуде, лук буду обжаривать в глубоком сотейнике с толстым дном. Лук обжарился до нежно-золотистого цвета, отправляю в сотейник печень и вареную морковь. Морковь желательно бы нарезать на кусочки. В последнее время все чаще и чаще я не снимаю с моркови кожуру, и не потому, что лень. Я ее надолго оставляю в холодной воде, затем достаточно тщательно мою, и мы ее что в сыром, что в вареном виде употребляем вместе с кожурой, так как кожура моркови еще больше содержит каротин, витамины и другие полезные элементы для организма, хотя прекрасно понимаем, насколько они сохраняются в вареной моркови, это еще вопрос. Даю печени и моркови потушиться вместе с обжаренным луком 5-6 минут. За это время ингредиенты начнут взаимодействовать друг с другом, и печень пропитается волшебным ароматом обжаренного лука, моркови и пряностей. Да, из пряностей только черный и, возможно, красный перец. Ну что, после того, как посолила и поперчила все ингредиенты, еще в горячем виде пропускаю их через блендер. Добавляю немного горячего молока, его можно заменить сливками небольшой жирности. Еще раз взбиваю все тщательно. И вуаля! Безумно вкусный, полезный паштет из говяжьей печени готов.
При желании в паштет можно положить сливочное масло. В таком случае молока надо будет положить меньше. Я люблю намазать сливочное масло на хлеб и сверху на масло намазать паштет. Поэтому в сам паштет я не кладу сливочное масло. А также, как я уже говорила, можно вместо молока положить 10-15% сливки. Но поверьте, с молоком паштет получается не менее вкусным. Готовый паштет я обычно раскладываю в стеклянный контейнер, после чего отправляю его в холодильник хотя бы на пару часов, для того, чтобы паштет стабилизировался. Паштет можно хранить в холодильнике 4-5 дней, а в морозильнике 2-3 месяца. Надеюсь, мой видеорецепт приготовления паштета из говяжьей печени окажется полезным для вас и останется в вашей копилке кулинарных рецептов. А я всем желаю приятного аппетита, хорошего дня, бодрого настроения. Благодарю всех за просмотр, за ваши лайки и отзывы. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях. Ведь я и рада, всегда вам рада.